как создать свой мир. Приветствую, разработчики, на связи Cyberstars Entertainment. В этом видео мы будем подробно и пошагово разбирать схему создания собственной вселенной. И если в прошлый раз мы разбирали то, откуда брать идеи, то сейчас мы будем придумывать все с нуля. Информация из этого видео поможет в развитии фантазии. Ее можно применять как для создания своей игровой вселенной, кинематографа или написания книги. Данное видео разделено на две главы. Первая – теория. Здесь мы рассмотрим первоисточник абсолютно всех идей. Поговорим про дизайн, как придумать имя или название, создадим свою карту, обсудим музыкальное сопровождение, как добавить разнообразие в свою вселенную. И уже во второй главе мы на практике придумаем свою вселенную, проработаем главных персонажей, создадим свой уникальный сеттинг, то есть проработаем мир этих существ. И в завершении придумаем основной сюжет нашей вселенной. В следующем видео мы будем разбирать очень редкую игровую механику. А в последующих поговорим о том, где брать ресурсы, как собрать свою команду, продвижение и пиар, как заработать на своей игре и прочие темы, связанные с разработкой игр. Глава 1. Теория. Давайте расставим то, как появляются идеи в иерархическом порядке. В самом низу иерархической пирамиды располагается самый простой способ. Это копирование или заимствование чужих идей. Когда на свет появляется что-то гениальное или интересное, самый легкий путь для большинства – это скопировать. Далее, выше по иерархии идет заимствование различных идей. Это когда из большого количества различных интересных механик составляется общая композиция. Например, можно взять зомби-выживалку, добавить к ней паркур, крафт, возможность управлять транспортом, элементы ближнего боя и поместить это все в какой-нибудь сеттинг постапокалипсиса. В общем, собрать все самое интересное воедино. По такой схеме работает массовая индустрия развлечений, будь то фильмы, игры или музыка. Здесь талант творца проявляется в умении сочетать. С этой ступени все копируется теми, кто находится на первой, ниже. На следующей ступени можно расположить то, откуда берутся некоторые механики. Это настольные, уличные или спортивные игры. Ведь они зародились задолго до появления компьютерных развлечений. Настольные – это шахматы, азартные и тематические игры. Спортивный футбол, баскетбол, теннис или хоккей. А уличные – это прятки, догонялки и драки за гаражами. В общем, то, во что играют дети на улице. Есть еще ментальные игры по типу «Отгадай загадку» или «Найди отличия». И здесь можно добавить, некоторые из перечисленных игр были придуманы случайно. Кто-то что-то делал и затем увидел в этом интерес. Следующая ступень иерархии не имеет прямой связи с предыдущей. Книги. Все книги – это совокупность всех человеческих знаний с момента, как человек научился писать. Первая книга «Алмазная сутра» была издана в 868 году. В книгах автор воплощает свою фантазию. Многие интересные киноленты были сняты по мотивам книг. И в эту же очередь авторы книг переносят на бумагу свой жизненный опыт. И вот мы подошли к верхушке иерархии. То, откуда происходит жизненный опыт. И изначально приходят все вдохновения. Это природа. Оно же устройство мироздания. И тут вы можете возразить, что? Какая природа? Причем тут все эти птички, цветочки? У нас тут вообще-то серьезный геймдев, с брутальными мужиками и огромными пушками, мясо, матюки и убийства. Как это вообще коррелирует между собой? И вот здесь и начинается наш отправной путь. Lamborghini Aventador. Ведущий дизайнер Lamborghini Филиппо Перини черпал вдохновение, наблюдая за зелеными жуками и дизайном истребителя F-22 Raptor. Схожесть с истребителем также отслеживается в дизайне Lamborghini Perdigon. С большинством гиперкаров та же ситуация. Они конструируются по законам аэродинамики, что изначально пришло из авиамоделирования. Первые самолеты были сконструированы по эскизам внешнего вида птиц. С развитием авиастроения технический дизайн самолетов стал стремиться к понижению коэффициента сопротивления воздуха, попросту к обтекаемости. А самая аэродинамическая форма – это форма капли. Это форма, которая образовалась с учетом законов мироздания, попросту природы. Взгляните на разрез крыла самолета. Напоминает вытянутую каплю. Кроссовки Balenciaga имеют интересный органический дизайн, плавные огибающие линии, точно так же, как у животных или деревьев. Кроссовки Nike Air Jordan 13 модели, а именно элемент дизайна подошвы, напоминают подушечки на лапах семейства кошачьих. Собственно, оттуда идея и была взята. В общем и целом, хотите что-то придумать? Поезжайте в лес, поживите там недельку, понаблюдайте за растениями, животными или насекомыми, посмотрите, как живут пчелы или муравьи. У них там целая иерархия.
Есть матка, рабочие, солдаты, которые защищают улей или муравейник от незваных гостей. Насекомые способны изгонять больных особей, которые не приносят пользы, и также могут определить, где свой, а где чужой. Если боитесь сидеть один ночью в лесу, потому что могут напасть медведи, то оставайтесь дома и смотрите National Geographic. Наблюдая за природой, можно заметить, как же здесь все продумано. Возникает вопрос, кто это все придумал, как это все появилось. Здесь нет конкретного ответа. Концепцию мироздания можно искать в религиозных трактатах, ведических эпосах, либо в работах различных ученых. Если в Библии сотворение мира описано как «созидание Творцом», физики пропагандируют теорию Большого Взрыва, теорию струн и темной материи, то в ведической литературе Земля может быть описана как структура сот, где каждая ячейка – отдельный мир. Вся Вселенная может быть в форме яйца, которое наполовину заполнено водой, и имеет оболочку, которая состоит из различной материи. Это могут быть слои из кислорода, воды или металла. Еще устройство Вселенной интересно описано в работе академика Левашова «Неоднородная Вселенная». Там вообще Вселенная описана как многомерное матричное пространство, где существует большое количество вселенных, со своими видами материи, законами физики пространства и времени. И возможность существования жизни конкретно в нашем мире – это случайность, случай 1 на миллиард. Еще идеи можно черпать из уфологии. Различные интервью. Например, Боб Лазар, ученый, который описывает свою деятельность на секретной американской военной базе. По его словам, в его задачу входило изучение неопознанных летающих объектов. В интервью он описывает их устройство. Даже есть куда более интересное интервью. Это якобы интервью с инопланетянами, которые были захвачены военными после крушения в Розуэле. Таких якобы рассекреченных материалов на самом деле много. В них инопланетные существа описывают устройство Вселенной. И в этих материалах даже можно найти сходство с некоторыми работами наших ученых. Например, инопланетяне описывают черные дыры как точку пересечения двух пространств для балансировки материи. То есть, где у нас черная дыра в параллельной вселенной, это звезда. По логике вещей, черная дыра высасывает материю из нашей вселенной, дабы не было переизбытка. И с помощью звезды, наподобие Солнца, материализует ее в параллельной вселенной. Точно такая же теория встречается в работах академика Николая Левашова. Вы можете как угодно относиться к данной информации, но как минимум работа Николая Левашова и информация из интервью с инопланетянами звучит более правдоподобнее и логичней, чем в религии и мифологии. И отвечая на главный вопрос, кто создал природу, всех этих птиц, животных и растения, можно сказать, возможно, это были какие-то существа, наподобие человека, только гораздо развитей, которые со временем достигли такого уровня развития, что стали способны создать любое существо или растение с помощью генной инженерии. То есть все вокруг нас — это плод творения чего-то разума. Те, кто существует в этой вселенной, гораздо дольше, чем мы. Вопрос, откуда появилась первая сущность во вселенной? Неужели просто по счастливому стечению обстоятельств? Но с другой стороны, раскидав по полу кубики конструктора Лего, может пройти бесчисленное количество времени. Конструктор не соберется сам в звездный крейсер, а так и будет валяться на полу, пока не распадется на атомы. Хотя кто его знает, может и нету точки отсчета. Если отслеживать развитие дизайна, можно заметить, что он становится более эргономичным. Дизайнеры стараются больше добавить сложных деталей. Или, в то же время, более лаконичным. Очень интересные работы создавал швейцарский художник Ханс Рудольф Гигер. Прослеживается органическое происхождение. Художник любил добавлять элементы эротики, что также издалека подчеркивает природу происхождения вещей. Гигер известен своей дизайнерской работой для культового фильма «Чужой». Внешний вид чужого – это его заслуга. Схожий дизайн можно встретить в игре Scorn. Здесь дизайн окружения, мягко говоря, выглядит необычно. Человеческий мозг, он как мышца. Если его долго тренировать, то результат будет впечатляющий. Абстрагируйтесь от суеты, чтобы лишнее не мешало вашему мыслительному процессу. Не зря в компании Google для этого отведено специальное место. Слушайте любимую музыку. Это может быть что-то жесткое, наподобие нейрофанка. Но грубая музыка носит деструктивный характер. В то же время это призыв к действию. Конечно, все зависит от человека. Либо слушайте что-то легкое. Это может быть классическая музыка. Она несет созидательный характер. Как это работает? Музыка вызывает эмоции. От эмоций срабатывают триггеры. И триггеры вытягивают воспоминания из вашей жизни. Пережитый опыт, из кирпичиков которого в дальнейшем вы собираете общую композицию.
Собирайте референсы с таких сайтов, как Pinterest, ArtStation или Kin, и затем собирайте и комбинируйте все в программе PureRef. Чтобы структурировать свои идеи, лучше использовать майндмапы. Вот топ-10 популярных сервисов. Имена и названия. В идеале имя должно характеризовать то, кому или чему оно принадлежит. За основу можно брать уже существующие слова, имена или названия городов на разных языках. Можно подбирать что-то близкое по смыслу или красиво звучащее. Затем их как-то комбинировать, видоизменять или переделывать на что-то созвучное. Для примера придумаем название города. Возьмем существующий город Рига, видоизменим его, поменяв местами буквы. Было Рига, стало Гира, и можем добавить какой-нибудь префикс, пускай будет Эль. Эльгира. Пока что звучит не очень, уберем последнюю букву. В итоге у нас получилось Эльгир. Еще как вариант можно переводить с родного языка на иностранные, либо на старые, менее известные языки. Древний литературный язык Индии – санскрит. Отлично для этого подойдет. Благо в интернете присутствует переводчик на санскрит с транскрипцией. Следующий вариант – это придумать все самому, в порядке импровизации. Просто подбирайте слога. Рано или поздно что-то получится. И последний вариант, если у вас нет времени изучать мифологию, иностранные имена, то попросту можно воспользоваться генераторами никнеймов. mynickname.com – яркий тому пример. Карта. Чтобы придумать свою, здесь опять же можно посмотреть на уже существующие карты, либо полностью довериться своей фантазии. Но все же, какими правилами можно руководствоваться? Взглянем на карту мира. Она состоит из материков. Когда-то очень давно это было одно целое. Связано это с движением тектонических плит. Когда материки сталкиваются, плиты заходят друг на друга, и от этого по краям образуются горы. Можно опоясать вашу карту по периметру горным хребтом. Это также может послужить естественным барьером. Где-то по центру расположить реку. Порой в нашем мире реки становились естественной границей. За счет того, что через реки проходили торговые пути, города основывались прямиком на берегах. Столицу можно расположить в центре карты на берегу реки, и менее крупные поселения вниз по течению. Края карты можно усеять островами, северную часть мира сделать заснеженной, а южную более пустынной. Остается добавить деталей. Вулканы, ущелья, леса, озера – тут уже на ваше усмотрение. Дороги обычно расходятся в разные стороны от городов. Если неохота создавать все самому, можно воспользоваться генератором карт. Что касается музыкального сопровождения, тут все просто. Музыка должна характеризовать происходящее и вызывать соответствующие эмоции. Если это загадочная сцена, то и музыка должна быть загадочной. Соответственно, для экшн-сцен лучше использовать что-то динамичное. Для хорроров пугающее. Для веселых приключений веселая музыка. Звук способен отрисовывать картины у вас в голове. Как вам такое? Главный герой, мышь, на колесах, катается по федеральной трассе в космосе между Землей и плоской Землей. Задача мыши – завоевать трон и найти всех покемонов. Но это будет сделать сложно, потому что мышь стареет, а покемоны воруют колеса. Да-да, добавьте абсурда. Или полностью основывайтесь на нем. Совмещайте несовместимое. Что-то необычное всегда смотрится свежей на фоне банальных вещей. Можно сколько угодно любить пиццу, но если ей питаться в течение длительного времени, то она очень сильно вам приестся, и вы больше не сможете смотреть на нее. Добавьте юмора в вашу вселенную, смешных персонажей, смешные ситуации или шутки. Шутку можно разделить на две части. Сетап – это вводная часть, то есть ситуация. Вторая часть – это панчлайн, ударная строчка в конце. Неожиданное резкое изменение ситуации. То, что делает шутку смешной. Пример. Заходит мужик в аптеку и спрашивает: «У вас есть таблетки от недержания?» «Нет, нету», — говорит аптекарь. Это был сетап, развязка. На что мужик отвечает: «Ну, тогда дайте пластырь». Это панчлайн.
Контраст позволит не приесться вашему миру. Добавьте разнообразие в окружение. Не нужно все делать одинаковым. Если это северная часть мира, то пускай ее архитектура и пейзажи соответствуют северным регионам. Более суровый стиль. А на юге все попроще. И чем больше таких контрастов, разительно отличающихся друг от друга, тем лучше. У людей появится желание изучать ваш мир. Не делайте окружение слишком стерильным. Это выглядит неправдоподобно. Добавьте потертости, мусора и грязи. Перечисленная информация и источники могут послужить хорошим ресурсом для фантазии. Вселенная «Властелин колец», автор которой Джон Рональд Толкин, и вселенная Гарри Поттера, автора Джоан Роулинг, была придумана по мотивам религии и мифологии. А мифология, в свою очередь, это якобы наблюдение древних предков. И кто знает, правда это или вымысел. Возможно, эти существа существовали миллионы лет назад. Навряд ли мы единственные жители во Вселенной. Но это всего лишь моя теория. К счастью, все существа собраны в бестиарий. Это средневековый сборник зоологических статей с описанием и иллюстрациями. Вдохновение также можно черпать оттуда. Как обычно придумываются миры? За основу берется наша Вселенная. Действия могут происходить на Земле, либо на какой-то другой вымышленной планете. В прошлом, настоящем, будущем или альтернативном времени. И чтобы избежать шаблонность, все это видоизменяется. Вымышленный мир существует в своей системе координат. Автор вымышленной вселенной должен заставить поверить вас в его мир, тогда это будет интересно. Для этого очень важно детально проработать мир и обосновать его. Если космический корабль просто летает в воздухе, то это выглядит неправдоподобно и препятствует погружению в мир. Нужно как-то объяснить, почему он летает, с помощью каких технологий, на каком топливе и где это топливо добывается. Но автор не должен погружать человека в свой вымышленный мир сразу, давая кучу описаний и подсказок. Важна не история, а взаимодействие героев с окружающим миром. Нужно повествовать о мире через взаимодействие главного героя с другими персонажами вселенной или окружением. Игрок или читатель, неважно, это игра или книга, должен познавать мир постепенно, изучая его. Глава 2. Практика. Теперь давайте придумаем свой мир. Он будет располагаться в центре галактики Млечный Путь. Можно было бы сказать внутри черной дыры, но это будет сложно обосновать. Поэтому сделаем попроще. Это будет планета на орбите 2 звезд. Действия будут разворачиваться параллельно в наше время. Какая раса населяет эту планету? Это будут высокие 3-метровые гуманоиды с темной кожей и похожие на деревья. С деревьями у них ничего общего. Такой вид они имеют, чтобы подчеркнуть органическое происхождение. Да, выглядят они не очень приятно, но зато достигли высокого ментального развития. Их тело имеет 3 глаза и отсутствует внутренний скелет. Вместо этого плотная кожа. Отсылка к насекомым. Она служит как каркас и защита. Эти существа способны к 100% регенерации. И если задача стоит сделать что-то пугающее, то можно добавить несимметричность тела и добавьте элементы трипофобии. Это когда много маленьких хаотичных отверстий. Как может выглядеть подобное тело с элементами трипофобии, я показывать не буду. Из-за эстетических соображений. Или все же... Также референсом для нелицеприятных существ может послужить фильм «Нечто» 1982 года. Не рекомендую гуглить перечисленное впечатлительным людям. Или все же... А что любит мозг, так это структурность и симметрию. Итак, нашу расу условно можно назвать предтечи. Ввиду развитой генной инженерии, предтечи создали множество миров в нашей галактике. Это можно отнести к предыстории, попросту основное зерно лора этой вселенной. Эти существа способны управлять ментальной энергией. Это будет вымышленный вид энергии, которая похожа на электромагнитные волны, но которая способна проходить сквозь пространство и молниеносно достигает любой точки Вселенной. Для управления этой энергией на головах у этих существ располагаются специальные отростки. С помощью ментальной энергии можно общаться на больших расстояниях. И уровень силы взаимодействия с этой энергией зависит от принадлежности существа к определенной касте. Низшая каста воинов, что-то посередине, каста рабочих созидателей и каста правителей. Их тела более слабые, но имеют более длинные отростки на голове для сильного взаимодействия с ментальной энергией. Также у них есть главная особь – матка, верховный разум, который всем управляет. Можно сказать, отсылка к насекомым. Матка также является инженером нервной системы для планеты и управляет всеми жизненными процессами, в том числе выращивает новые жилища и порождает новое потомство.
Малейшее преступление в этом мире карается вечным изгнанием. Ключевой особенностью данных существ является возможность перемещаться в четвертом измерении. Это позволяет сокращать огромные расстояния. Многомерность Вселенной была открыта их учеными миллионы лет назад. Возможность существовать во всех 4 измерениях пока что для них недоступна, ввиду нестабильности пространства. И поэтому пока что не используют 4 измерение для транспортных сообщений. Перемещение по 4 координате осуществляется с помощью специального устройства под названием Dimension Gun, DEM-GUN. Да, я знаю, что Dimension пишется через «и», но пусть будет так. Чтобы двигать пространство, нужно большое количество энергии. Внешний вид DEM-GUN — это всего лишь верхушка айсберга. Все основное оборудование находится в 4 измерении. А это своего рода интерфейс. Пока что мы оставим тему четырехмерного пространства не раскрытой, а вернемся к ней позже. Пускай пока что это будет некий ящик Пандоры. Теперь проработаем мир этих существ. В каких домах они живут? Если мы научились строить дома, то можно пойти дальше, взглянув на природу, и взять концепцию выращивания. То есть зачем что-то строить, если можно сделать так, чтобы дом сам строился, а точнее вырастал как дерево. Эти существа помещают закодированную программу в цепочку ДНК семени, и попросту вырастает дом. Но помимо растений, нам известно, что растут и кристаллы. Поэтому пускай более продвинутый вид этих жилищ будет иметь кристаллическую структуру. Если вы думаете, что в природе все растет в хаотичном порядке, просто придерживаясь основных векторов, то взгляните на кристаллы Висмута. Он обладает ровными геометрическими формами. Транспорт. Транспортом служат капсулы с антигравитационной установкой. Для работы такой установки требуется 1,3 гигавольта напряжения тока, и потребляет она 10-500 тысяч ампер. То есть это попросту характеристики молнии. Соответственно, чтобы питать такой антигравитационный двигатель, требуется мощный источник энергии. Можно сказать, это солнце, сжатое до размеров баскетбольного мяча и инкапсулированное в плотную капсулу из композитной нейтронной материи. Управляются такие корабли с помощью ментальной энергии или попросту телепатии с помощью мысли. Естественно, они в форме капли, и их не строят, а также выращивают на специальных деревьях и потом собирают урожай. Моря и океаны в этом мире не имеют привычный для нас вид. Вся вода концентрируется в сферы, которые зависают над поверхностью планеты. Это связано с гравитационными аномалиями. Это также связано с 4 измерением. К тому, как это устроено, мы еще вернемся. Сюжет. У нас уже есть раса, их мир, это сеттинг, небольшая предыстория, лор. Осталось добавить сюжет. Обычно все крутится вокруг главного ядра. То, чего стремится достичь главный герой. Попросту главная цель всех действий. Опять же, можно довериться своей фантазии и придумывать все пошагово. Но мы подойдем к этому с другой стороны. Будем создавать сюжет реверсивно, справа налево, от конечной точки завершения. Она же цель. Целью будет спасение. Откуда? Из плена инопланетян. И тут в роли инопланетян и будут наши предтечи. А в роли главного героя, которого похитили, какой-то человек с Земли. Предтечи похищают главного героя с Земли, например, потому что человеческий мозг способен излучать какую-то уникальную ментальную энергию, которая впоследствии должна привлечь какой-то важный для предтечей поток информации из космоса. Можно сказать, они будут использовать нашего главного героя в качестве маяка, ввиду того, что у людей есть какие-то уникальные способности. И вот цель главного героя – сбежать с планеты предтечей, используя для этого возможность передвигаться в 4 измерении с помощью ранее описанного DEM-GUN. Вокруг этого и будут разворачиваться основные события. Можно все перевернуть. К примеру, наш главный герой – это не человек, а предтеч, который принадлежит касте солдат. Он совершает преступление, пацан просто попал в плохую компанию. А как мы помним, на планете предтечей малейшее нарушение грозит изгнанием. Ну так вот, наш главный герой был изгнан из своего мира и был обречен на вечное скитание по просторам галактики. В итоге его корабль терпит крушение на Земле, после чего он попадает в плен к жителям Земли и уже оттуда пытается сбежать с помощью все того же 4 измерения. Но здесь нужно понимать, как устроено 4 измерение. И уже это, и какие игры используют концепцию четырехмерного пространства, мы будем разбирать в следующем видео. И помните, мелочи не играют решающей роли, они решают все. Будьте перфекционистами.
Вступайте в наши ряды разработчиков. Это социальные сети и Discord-сервер. Подписывайтесь на Cyberstars Entertainment. Здесь мы разбираем геймдев во всех подробностях.